Здравствуйте, друзья! Приветствую всех на нашем канале «Обзор времени». Сегодня нам на обзор попалась интересная модель, полностью металлические октагоны золотого цвета. Модель уже некоторое время на рынке продается, но никак не удавалось ее снять. И сейчас вот действительно такая возможность есть. Посмотрим сначала комплектацию, что здесь. Здесь все стандартно, то есть классическая коробочка Casio, металлический бокс. Очень, на мой взгляд, удачный. Можно чай хранить. Вот, очень хорошо соответствует как раз неубиваемости часов. Мы все к этой упаковке привыкли. Я видел некоторые варианты другой упаковки, но, на мой взгляд, это самое удачное из того, что можно предложить. Вот, собственно, сами часы. Я уже их вскрывал буквально 10 минут назад, поэтому они настроили время, автоматически время выставилось. Они, когда увидели свет, тут же среагировали стрелки и поставились в нужное положение. Значит, эти часы достаточно долго, около 18 месяцев, могут находиться в рабочем состоянии на одном заряде от солнечной батареи, поэтому они спустя какое-то неиспользование замирают, стрелки не двигаются, и благодаря этому очень долгое время они могут работать, потом включаются просто в тот момент, когда вы их достаете. Первое впечатление – очень красивая модель. Добротно, конечно, сделано. Я видел некоторые варианты, когда люди пытались какими-то колхозными способами купить в интернете, на Алиэкспрессе эти все браслеты. Вот. Но все, что получалось как-то очень не очень. Вот эта модель действительно выглядит круто. Значит, относительно артикула GM B2100 GD5AER. Вот это вот окончание ER, некоторые люди интересуются, в чем отличие. Бывает ER, бывает DR. В действительности это одна и та же модель. Отличается только рынок, на который эти часы поставляют. У нас классическая европейская ER, это с Европы часы. Всегда в России поставлялись часы в Европу в тот момент, когда они были официальные поставки. Сейчас уже они ввозятся и в том числе и по параллельному импорту. Вот поэтому могут встречаться какие-то другие артикулы. Но в действительности ER это, скажем так, стандартно для России. То, как должно въезжать полностью легально и с уплатой всех налогов. Значит, что касается часов. Это первая модель, которая целиком выпущена в металле. То есть здесь нет никаких пластиковых элементов. До этого эта модель выпускалась в пластике, она была очень популярная и продолжает продаваться просто великолепно. Здесь Casio попали просто в точку, удачно выбрали сам модельный ряд, их визуальную какая-то составляющая прекрасная. И покупателей, желающих на эти часы много, и они продолжают развивать эту линейку. И, возможно, даже эта модель не является последней в линейке. Потому что мы сейчас видим? Здесь полностью металл. Это сталь с IP-покрытием. Причем они называются Gold, но в действительности, вот я вижу в жизни, эти часы выглядят как медь. То есть легкий такой медный оттенок. Они выглядят немножко интереснее. То есть не так банально, не так избитый у них цвет. Вот. Очень качественный, приятный браслет, его приятно держать в руках, какие-то углубления такие блестящие. Корпус скомбинированный, сатинированный, то есть затертый корпус, и глянец. Есть зеркало, но зеркало оно не везде. То есть вот зеркальная эта полировка, она находится в углублениях. Благодаря этому она там сохранит очень долго свой внешний вид. Потому что зеркало, как известно, очень быстро приходит в какое-то потертое состояние. Здесь все сделали удачно. То есть зеркало находится в тех местах, где не касается в основном при эксплуатации часы. Сам же браслет полностью сатинированный. Значит, хорошая качественная сталь, то есть это не штамповка, здесь нормальный хороший металл, все тактильно, очень приятно. Вот, звенья достаточно эластичные. Первое звено стоит фиксированно, то есть очень легкое движение, здесь не появляется никаких щелей. То есть часы на руке будут выглядеть как монолитное что-то. С точки зрения замены этого браслета на какие-то каучуковые, я думаю, эта идея очень неадекватная, потому что в целом эта модель предназначена для того, чтобы быть на стали, и крепление здесь не такое же, как в часах с каучуковыми ремешками. Здесь эта модель полностью переработана. В этой модели механизм изменен, то есть здесь используется нестандартный механизм. Вот, к примеру, одна из первых самых популярных моделей GA2100 1А. Собственно, с нее началась вся эта коллекция. И по толщине корпуса они близки. Но есть одно существенное отличие. Эта модель
первая. Она без солнечной батареи, она без Bluetooth. Эта же модель, уже последняя, она полностью фарширована всем необходимым. Чем она отличается? То есть Bluetooth, благодаря ему можно приконнектиться к телефону, они несколько раз в сутки обновляют точное время, а телефон обновляет точное время через интернет. Таким образом, у вас просто идеальная точность часов. Может быть, это не каждому важно, но в целом это приятно, когда вы знаете, что они секунду в секунду идут точно. Вот. Далее у них солнечная батарея, которая, как я уже говорил, позволяет до 18 месяцев часы могут держать этот заряд и всегда идти правильно. Вы их достали из коробки, они идут, положили обратно, они держат точное время. Вот. Вторая итерация данной модели, это была модель на каучуковом ремне, она уже была лучше, у нее другая отделка. Я, собственно, для чего я достал эти три модели? Я хотел сравнить качество отделки самих циферблатов и элементов корпуса. И в общем заметно, что да, действительно с ростом уровня модели они становятся более интересные, то есть больше внимания к деталям. И сравнивая цены, все просто. Вот эта модель в разных цветовых гаммах, их сейчас много. То есть там, не знаю сколько, там больше 20, наверное, штук разных вариантов. Такая модель стоит 10-15 тысяч. Эта модель уже больше 20 тысяч она стоит. Есть еще модель промежуточная, которая имеет и солнечную батарею, и Bluetooth, но она все еще в пластике. Она стоит порядка 22 тысяч. Вот. И эта модель, она резко дороже. То есть ее цена в разных магазинах там 60-70 тысяч, тем более сейчас курс доллара начинает плавать, вернее курс рубля проседает, и благодаря этому можно, не знаю, к чему прийти. Вот. Но на текущий момент 60-70 это цена этих часов. Естественно, люди, которые экспериментировали на такие модели, ставили металлические корпуса китайские, они пытались добиться чего-то такого. Но получалось откровенно плохо. Выглядело это все очень колхозно, очень как-то неправильно. Вот. В данный момент мы видим, что Casio, слава богу, сделали все сами, это все выглядит великолепно. И в чем отличие? Ну, банально, если вот здесь мы видим хорошую уже обработку циферблата, это уже металл, это уже интересные качественные риски, которые хорошо играют на свету, то есть вот они прям переливаются, и в каждый момент видно какие-то точечки интересные. Вот. Немножко по-другому вся эта отделка сделана. То есть здесь эти все рисочки, они стали объемные. Логотип стал объемный. То есть маленькие-маленькие элементы, которые по классу, по сути, выделяют эту модель, в общем-то, в лидирующие. Да, это, возможно, действительно дорого, но, в общем, здесь каких-то претензий к качеству изготовления, к их внешнему виду, совсем нет. Коротко по характеристикам, то есть полностью металлическая модель. Стекло в данной модели минеральное. Есть вариант ее поцарапать, но минеральное стекло, это наподобие оконное, только закаленное, оно достаточно прочно, устойчиво к царапинам, и люди сходятся на том, что все-таки к удару оно более лучше относится, чем сапфировые стекла. Не знаю, как я, предпочел бы все-таки сапфир, наверное, в таких моделях, но я думаю, что когда-то появится модель такая с сапфиром, и, наверное, стоить будет каких-то прям больших денег. 200-метровая водонепроницаемость, как для Casio. Все основные функции. На маленьком экранчике здесь указано заряд сейчас H, M или L, это уровень заряда. Переключение данного маленького индикатора показывает режим, в котором мы находимся, мировое время, потом, таймер, секундомер, потом таймер и потом будильник. Здесь 5 будильников в этих часах. Вот. И снова возвращается в исходную позицию. Все дублируется на маленьком экранчике, он негативного цвета. Мне кажется, это хорошее решение, потому что весь экран при этом, он не броский. Четко видно стрелки, четко видно риски, то есть читабельность экрана очень хорошая. Задняя крышка в этой модели отличается уже. То есть как все-таки у лидера она уже полностью сделана в черном цвете с гравировкой. Видно надпись, что Made in Japan. Кстати, вот интересная эта моделька. Насколько я знаю, она была сделана все-таки не в Джапане. Да, здесь такой надписи нет. То есть это сборка, наверное, Китай. Ничего в этом плохого, собственно, нет. Это качественные фабричные Casio часы, то есть они все будут идеальны. Но, тем не менее, для тех, кто ценит именно японскую сборку, вот это японские часы. Задняя крышка, насколько я знаю, с DLC покрытием. Не думаю, что это прям очень важно, потому что часы на руке находятся, она не будет царапаться. Вот. Но при этом все эти элементы, они создают какой-то внешний облик. Понятно, что эти часы не только не выйдут из моды много лет, они круто выглядят. Они будут отлично смотреться и прослужат достаточно долго. Вот. Что касается стекла, еще повторю, оно немножко утоплено.
То есть буквально тут полмиллиметра, миллиметр, и это хорошее решение, потому что когда мы их носим и цепляем какие-то двери, бьемся обо что-то, то благодаря этому маленькому выступу стекло будет защищаться от каких-то случайных царапин. Это Casio практически у всех G-Shock'ов делает, и это очень хорошее решение. Ну вот примерно так это выглядят часы. Значит, по габаритным размерам, при том, что добавили Casio в эти часы солнечную батарею, 13 мм их толщина. Если сравнить с самой первой моделью, у которой стандартный функционал 11.7, 11.8, то есть разница совсем небольшая, но при этом это уже полностью металл, при этом это уже крышка, которая на резьбе, а не на винтиках, и дополнительный функционал в виде Bluetooth, и солнечной батареи. На мой взгляд, очень удачное решение, хорошая модель, рассчитана на достаточно большую руку, то есть звенья нужно убирать. Достаточно большой запас. Вот у меня рука примерно 17-18 сантиметров в обхвате, то есть здесь 21 сантиметр примерно так. Если больше у вас 21, то придется дополнительные звенья приобретать. Пожалуй, все. Модель мне очень понравилась. Будем ждать, как дальше будет развиваться эта линейка Casio. Я думаю, что-то новое мы еще увидим, но в целом эта модель уже покрывает все потребности. На мой взгляд, все прекрасно. Крепкие, надежные, универсальные часы. Для кого они? Они, в принципе, для любого человека. То есть, да, Casio G-Shock – это модель для активного отдыха, для каких-то экспериментов в спорте, но при этом эта модель выглядит очень благородно, очень стильно и абсолютно нормально. На мой взгляд, они подойдут даже под костюм. Да, не каждому, если, естественно, вы очень приверженец классического стиля, с таким стройным телосложением мужчина, то, возможно, G-Shock это не тот случай. Но если вы крепкий, брутальный мужчина, то такие G-Shock'и будут вообще идеально, даже под самый обычный офисный стиль. Великолепно будут смотреться. Благодарю за внимание. Подписывайтесь на канал. Обратите внимание на магазин, который предлагает эти часы. Ссылка внизу в описании. По промокоду «Обзор времени» эти часы можно приобрести со скидкой. Обращайтесь, спрашивайте, на все вопросы ответим с удовольствием. Всего доброго, до свидания.